порыве такой ярости, такое вот раздражение. Что с нами, нашими руками происходит? Сжимаются кулаки. Яйцо откушу даже. Бить кулаком или ладонью? Мой ответ такой всегда на такие вопросы. Бейте чем можете. То есть бейте чем вы натренированы бить. Вот и бейте, и все. Но я опять же категорически против какого-то прям, ну, знаете, категоричного утверждения. Категорически против категоричного утверждения. Бить надо только кулаком или бить надо только ладонью. Я не знаю. Бейте чем можете. То есть я буду бить, допустим, кулаком, потому что я могу бить кулаком. Я тренировался бить кулаком. Всегда бил кулаком по лапам, по мешкам, по макеварам, по грушам, по людям, по спарринг-партнерам. Отжимался на кулаках, набивал кулаки. Я бью кулаком. Я знаю, что можно разбить пальцы, мизинец, большой палец, знаю, и как бы я все, или пальцы, или запястье подвернете в любом случае. Вы просто поймите, что это драка, физический контакт сам. Он предполагает, хотите вы этого или нет, ну, какое-то возможное повреждение, понимаете, вашему телу. Ну, то есть вы своей рукой бьете твердое тело напротив. Соответственно, просто физика, да, какая-то там отдача и так далее. И вы тоже травмировать можете руку. Поэтому люди тренируются. Поэтому люди набивают эти кулаки, набивают ладошки, набивают ребра ладошки. Набивают ребра ладони, там пальцы и так далее. Только для того, чтобы, ну, вот, снизить вот этот вот ущерб для своего организма, для своей ударной поверхности. А так, по факту, вообще без разницы, чем вы будете бить. Главное, чтобы это работало. Главное, чтобы это работало. Но я бы тут еще чего добавил. Вот эта попытка как-то обезопасить себя, типа, как бы сделать так, чтобы рыбку съесть и нахуй съесть, извините, что так грубо, она тоже обречена на провал, вот серьезно. Если вы будете так вот, ну, всегда пытаться найти самый бескомпромиссный вариант, это тоже может привести вас, в общем-то, к поражению. Смотрите, драка, вы должны просто принять, что драка, вот эта вот вся уличная вся херня, вот это стритфайт и так далее, это очень хаотичная деятельность, это по-любому будут шишки, синяки, ушибы, ссадины, как минимум, а может быть переломы, растяжения и также всякие удары, уколы, порезы и так далее. Поэтому к этому нужно быть готовым. Но это случается не так часто. И поэтому я уже думаю, какая разница, вот так подумать, если кулак вы там все повредите, или ладошку, кулак вы там все повредите, или ладошку. Если это происходит в вашей жизни не так часто, если вы закаляете этот кулак, ну, повредите немножко, да, там где-то у вас будет вывих какой-то там, растяжение мышц, синяк, ссадина. Я думаю, это вообще ерундовина какая-то. По сравнению с тем, что вы останетесь целые, живые, здоровые. Вот и все. Поэтому заморачиваться, чем бить, чем вам комфортнее, друзья, бейте и все. Ладошка, кстати, не всегда она влазит. Вот если вот именно такая драка, файтинг, ладошка очень тяжело пролезть сюда, а кулаком можно пролезть. Видите, кулачок он меньше по площади и твердый. К тому же это более даже естественно, понимаете, как мне кажется. Бить кулаком. Вот посмотрите, когда люди начинают злиться, когда вот они гневаются в порыве такой ярости, такое вот раздражение. Что с нами, нашими руками происходит? Сжимаются кулаки. Поэтому бейте кулаком, если вы можете бить кулаком. Не парьтесь, не думайте, не забивайте себе голову. Не ищите какие-то супер лучшие какие-то техники. Идите просто от цели и задачи. Задача какая цель? Ударить в нижнюю челюсть, чтобы выключить мозг. Нахрен. Нокаутировать. Поэтому все эти точки болевые, когда их очень много в вашей голове, тоже это лишнее, это все тоже херня, понимаете? Ну, как бы это как искусство, понимаете, становится искусством. Я вот знаю этот прием, и такое пиписькое мерение. Моя самооборона лучше, потому что у меня 198 приемов, а у тебя всего лишь 150. Вот это все, понимаете? Я, в общем-то, пошел другим путем. Да и всегда шел. Отсекаем все лишнее, убираем все ненужное. И в конце концов, ну потому что мы же люди не профессиональные спортсмены, мы не в цирке работаем. Где нам нужно какие-то трюки показывать супер-пупер красочные. А мы просто это занимаемся для того, чтобы просто быть уверенным в случае чего, в экстремальном, который бывает не так уж часто в нашей жизни, и слава богу, да? Вот. А если что, я знаю, у меня тут есть, могу кулачком по бороде дать, и все. И зачем мне там бить куда-то еще?
То есть зачем мне об этом знать, скажем так? Потому что дистанция разговора чаще всего это дистанция кулачного боя. Ну так уж завелось как-то. Вот. Люди не сразу пытаются обняться, там, а потом конфликтовать. Сначала они разговаривают на дистанции удара кулаком. С этого начинаются все драки. Все уличные драки кулачные. Поэтому, когда говорят, там, Макс, ты типа вот этот бокс, типа ставишь во главу угла, но он при уличной самообороне не защищает от ножа. Ну, конечно, бокс не защищает от ножа. Я об этом и не говорю. Я даже могу отказаться от слова бокс. Можно назвать это карате, можно назвать это боксом, какая нахер разница. Я говорю про удар. Удар кулаком, который приводит к сотрясению мозга и потере сознания. Понимаете, о чем я говорю? Все. Как это называть, боксом или еще чем-то, уже не так важно. Но если боксера научить защищаться от ножа, то есть в тренировке боксера, допустим, вести какие-то там, я не знаю, ножевой бой немножечко, да, чтобы он понимал, как это все двигается, как блокировать руку, как ее хватать, как работать в захвате и так далее, то я думаю, у боксера больше шансов на самом деле. То есть он в любой момент знает, что его кулак достигнет цели и вырубит нахрен противника вместе с его ножом, там, с чем угодно. Просто человек лежит и все. Удар кулаком в бороду всегда работает. И нужно просто его, скажем так, бокс надо, опять же я использую это выражение, бокс, потому что устойчивое понимание, кулачный бой, да. Бокс, кулачный бой нужно просто подрегулировать, подкорректировать для условий уличного боя, для стритфайтинга, для самообороны. Это будет достаточно, понимаете? То есть включить туда в тренировку еще также угрозы ножом, атаки ножом, работа против 2-3 нападающих. И все, будет нормально. Такой, знаете, как это? Оптимум, минимальный набор предметов, которые вам помогут в жизни. Если вам хочется что-то еще изучать, всякие разные первые это удары ногами, коленями, там, это тоже можно, это тоже нужно. Но мне кажется, с моей точки зрения, субъективно, для минимальных целей, для основы самообороны, кулачный бой это идеальное средство. Все остальное нужно дополнять, конечно. Кусаться, выдавливать глаз, хватать за кадык, бить в горло, бить в пах. Это все только в путь. Я это сам как бы лично умею, люблю и всегда я буду это применять. Но когда я не смогу ударить кулаком. Дистанция близкая, захват в борьбе, я не буду там бороться благородно. Скорее всего, я укушу за что-нибудь, блин. Вообще пофигу, за что кусать. Нос за нос, ухо за ухо. Яйцо откушу, блин, даже. Вообще насрать. Пальцем в глаз, в кадык сюда можно засунуть. И буду это делать. Хватать за кадыки, рвать. Если что-то под руку мне попадется, буду бить этим предметом. Ребята, это все как бы проверено. Поэтому я за себя вот так могу сказать. Я себя хорошо знаю, как я буду драться. Если дистанция позволяет мне бить кулаком, а скорее всего это чаще всего так все развивается, я буду бить кулаками. Окей? Ногами буду бить только в том случае, когда кулаки не долетают до цели, человек закрылся, перекрылся. Тогда я его пну ногой по яйкам там или в колено, чтобы он открылся, и снова буду бить его в бороду. Вот если он ко мне лезет, я буду разрывать дистанцию, бить. Если не получается, захват в борьбе. Здесь, конечно, колени, локти, бодание башкой, укусы в глаза и так далее, скручивание, сваливание. Садимся верхом и добиваем либо руками, либо ногами в стойке, просто пинки, сокер-кик. Вот такая моя тупая самооборона. Так. Для вас, дорогие мои зрители, двоечка, раз, два, уже сбили дистанцию, разорвали. Разорвали. Сократили дистанцию, разорвали.